Я снимаю, Сергей. Снимай, Катюня, а я слова вспоминаю. Какие? Чтоб по традиции, да песню хочу тебе спеть хорошую. На берегу морском нашел я денежку и положил в карман, как талисман. У моря черного я встретил девушку, а эта девушка ушла в туман, как яхта белая под легким парусом, была стремительна и хороша. А я мальчишечка с одесским паспортом, и за душою нету ни гроша. Прям про тебя песня. Ша! Ланды полные кефали. Ладно, я буду петь до утра. Ребята, всем привет. С вами Детский Репон. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Альберт в студию. Боже, ты так кричишь, аж я Да, испугалась. брат, конечно ты, ёшкинко, ты посмотри. Человек, который даже не знаю, ты армянин или грузин? Наполовину. Армяно-грузинского разлива. Да, человек, который армянин, а прожил в Грузии, а сейчас живет в Одессе, очень нормальный парень, случился у нас друг, боженька послал, молодец. Марат, сделай потише, твой выход немножко позже. Короче, друзьяки, давно мы уже собирались, блюдо, ты говоришь, майское, да? Майское, начало лета. Вот Ну, сегодня число 2 или 3, короче, мы немножко пропустили, но недалеко отстали. Короче, чикапули, правильно я говорю? Да, все правильно. Чикапули, елки-палки, там Марат заехал сюда, чикапули, чика-пули, а ну иди сюда. Катюня, иди сюда. Короче, вот это вот, я сейчас открою, чтобы мухи не видели. Да ты что, курдюк, баранья печень свежая, это сегодня Маратика попросили заехать на привоз, взять молодой шикарной ягнятины. Альберт, ты сейчас кайфанешь так. Сырой будем кушать. А сырой будем кушать, да, а зелени, короче, смотри, сколько у нас тархуна. Я не знаю, где ты его набрал. Потому что, ну, я на привозе столько не видел. Тархун, кинза, лук, петрушка, очень много зелени, много баранины. Где? Вижу. Вино. А сейчас, подожди, чтобы по традиции все было нормально. Маратик, иди-ка я тебя сразу представлю, потому что ты сегодня не в главной роли, ты именно в самой первой роли, короче. Друзьяки, Марат, привет. да. Марат будет жарить шашлыки, пока мы будем издеваться над чикапули, правильно? Точно. Все, будет легкий налей закус. бокальчик вина. Ты хотела белого? Давно уже. Мадам, не переживайте, я сейчас все устрою. А ну, ты умеешь? Ты что? А знаешь, сколько я в одну руку? Ребята, догадайтесь. А ну-ка, пишите в комментариях, сколько Липован может в одну руку дернуть бокалов. 6? Ты что, обижаешь, елки-палки? 18 в одну руку. Короче, 26 бокалов в 2 руки у меня получалось. Да. Причем никто не навешивал, я сам набираю. Ничего себе. Как-нибудь я покажу. Альберт уже успел. Ай, брат, давай, накрывай на стол. Короче, пьем итальянское, А в блюдо грузинское. а в блюдо пойдет грузинское. Да ты что? Ай, кахетинское, еще и название мимино. Цинандали. Цинандали, красава. А ну дай-ка я потянусь. Смотри. Грузинская, Катюня, да? да. Ираклий, Глонтий, ёшкин кот, салют, чтобы нам были здоровы. Тбилиси. Ну что, ребята, за начало шикарного блюда. Оператор. Позвольте, мадам, Я вот так и извините, это я подумала. тебе подал, да. Друзьяки, чтобы вы нам были здоровы, это я говорю вот всем нашим любимым, интересным, замечательным, удивительным подписчикам. Крепкого вам здоровья, замечательного черноморского настроения и мирного неба над головой, правильно? Самое Давай, будьмо. Гаумарджос. Ай, гамарджос, брат, давай. Эй, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Ого! Сережка, елки-палки, мальчик. Катюня, это Вы мед. прям как один. Как это? Вообще, я дар речи потеряла. Серьезно? У меня еще... Аплодисменты. А что, одной рукой тяжело? Давай, любовь моя, пей и будем снимать Давай, блюдо. я ставлю А на я пока, паузу. Альберт, хотел сказать, поджигай, но мы уже дождемся тебя, потому что у меня такие есть интересные вопросы по этому блюду. Будем интересоваться. Альбертик, скажи мне в 3 словах, короче, я могу уже казан поджигать или есть какие-то предварительные ласки? Нет, можешь поджигать, мы пока будем тархун чистить. Я тебе сейчас покажу Клей вот мясо. Виктория, Пока его поставим уже... томиться мясо. Хорошо, Виктория на привозе уже его подготовила и сказала: Липован, не лезь сюда своими шикарными ножами, я сделала все красиво. Посмотри, какие кусочки. Шикардос? Не, Или- ну можно и так, в принципе, все равно, но я не А знаю. ты хотел смотрите, помельче? По костям можно и Пополам. пополам сделать. Один оставить на кости, один без. Слушай, сегодня из гостей ты, Марат и еще 90 человек, так что все нормально. Ну, тогда сделаем. Можем еще кого-то пригласить, мяса что-то сильно много. Нормально. О, А вот еще и... снизу же есть, покажи. Ёшкин кот. Катина любимая. Такая картина. Это просто, смотри, я не побоюсь этого и положу себе на руку. Катюня, Ничего себе. вот такой кусок мяса, ты поняла?
Сейчас как нарежем эти пистолетики, да ты шо. Тоже все пойдет. Шикардос. Да, что хотел сказать? А что, надо повытирать руку. Ты хотел спросить, как готовится? Ничего сложного. Мясо, зелень, кемали, заливается вином, тушится и все. И все? Еще и вино. Ребята, вот это да, это одно из самых простых блюд, наверное, что мы будем готовить. Поэтому рецепты писать не буду. Следите внимательно за руками Альберта, за языком Липована. И что-то там будет еще делать Марат. И у вас все получится, правильно? Да ты что, не стесняйтесь, чебучьте. Как это? Выпускайте в море свою фантазию с белым парусом, правильно? А эта девушка ушла в Сережка, туман. ты столько наговорил, что мы уже все потеряли нить. Да-да. Вот. А мы сегодня не шьем и не вышиваем. Мы просто балдеем и отдыхаем. Да. Что? Вот тебе, смотри, мясо. Альберт, сразу не стесняйся. Я специально по этому поводу дам тебе шикарный нож. Японский нож. Это, Грузинское ты шо? блюдо японским ножом. Это не просто японский нож, это Марат привез Из Израиля. Да. из Израиля. Здесь по-японски написали головой делают. евритом. Ой, извини. Здесь, короче, японцы на еврите написали что-то. Только Марат. Акири Сакеней. А Кирисик, Амарджос, брат. Вот те на. Держи, потрогай. Марат, смотри, чтобы тебя не побрили, потому что нож такой, у тебя других и не бывает. Так, смотри, бомби это мясо так, как тебе надо, на порционные кусочки. Я уже потихонечку завожу наш чудо-очаг. А ты Марат. эту штучку нашел? Да. А что это? А это Илона и вся ее родня. Чтобы вы были здоровы, это люди из Голландии, Нидерландов. Вот только когда посылки нам присылали, и там было много вот таких вот замечательных вещей. Марат, а ну покажи для чего. Да, курдючка у нас есть, причем богато. Вот такой шикарный кусочек, смотри. С костью? Ты что? Да, ну нам Да столько это не надо, легкий мы хрящик. Это попа? Это легкий хрящик. Да, маленький. Ты смотри, сколько совсем именно чуть-чуть возьмем. обросло. Блюдо вообще не должно быть жирным. Оно должно быть сочным. Да, так для вкуса. А у вас дети едят? Конечно. Конечно. У меня дети все мое. Они все едят. Они ждут этот день, когда папа будет готовить. Все. Ты же сказал, когда им Наконец-то появиться. поедим жареного, пареного. Через часик. Пусть заходят, берут супругу И всё. твою и приходят. А мы уже будем готовы. А что, Сейчас час за всеми. готовится? Да не, ну хороших полтора, может быть два. Да, полтора. Оно ж томится. Так, ты, короче, будь как дома, не стесняйся, Да, что-то да, себе да, там да, разворачивай, да, кувыркай, да, убирай, щуку делай по-нормальному. Маратик, смотри, берешь, Где помельче. самое тоненькое вот так вот вставляешь и проводишь ручками, понял? Вот Листики какая остаются, а штурпачки нам не пригодятся. Да ты что? Нам же так, Альберт, надо, да? Да, все правильно. Ну, верхушку можно оставлять со стебельком, там тоненький. Она все нормально Самая верхушка. оставляется. Да, ну как раз так и оставляется. Маратик, Ну, я слышишь? не буду А ты снимать, сегодня, вот это короче, финишку это вывезешь? Справиться с этим? Да не, нормально, елки-палки, ребята. Я тебе помогу, и все будет нормально. Так, поехали. Вот тебе мисочка. Альберт, молодец. Ты уже как настоящий липован, уже в курсе событий. Маратка, труси туда. Я сейчас себе возьму, где мой пчак, отрежу. Скажи, Альберт, первым делом у нас пойдет Курдюк, да. курдюк. Никакого масла, Чуть-чуть, ничего. Совсем тоненько, вот буквально таких, наверное, Сколько? нет, даже тоньше. Не, а я же его на кубики. Тебе надо на кубики Не, его? не, Не на кубики, ему вот надо- прям такими А, прямо вот слайсами такими слайсами? тоненькими. Где-то штучек буквально 7. Это дно устелить, правильно? Договорились. Да, да. Да, всё, я так и Прямо понял. с костями? Ну, что я тебе Да, говорю. да, да. Тебе сказать потоньше. Катюшечка. Я переживаю, что пахнуть будет. Ай, пахнет старый баран, понимаешь? А у Вики молодые ягнята. Просто с хорошим, шикарным багажником. А вы заказывали или пришли и было, Марат? Я пришел, и она мне разделала прямо. Все, 7 уже есть. Ты жадина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, Альберт, 7. Все, это мы завернем, нам еще пригодится. Потому что такого Не руками, добра не много. руками удобнее. Мара, делай как знаешь. Я сейчас присоединюсь и тебе помогу. Да, потому что- Так, Абдулла, поджигай. Это знаешь, для чего удобно? Для сухих таких этих самых. Да, сухие он вообще раздевает аж бегом. А я хочу сказать, ребята,
спасибо, боженьки, и вам, что вот посылает вот таких шикарных друзей, и наша кухня уже выходит на международный уровень. Ты понимаешь, многонациональная. Как это, еврей в грузинском обличии? Не, армянин в грузинском обличии. Еврей, который хохол и одессит еще по совместительству, и я, липован, и все во мне сразу в куче. Иди сюда, посмотри с моей стороны. Ух ты что, а кто где? Ты понимаешь? Ага. Ребята, вы богатыри. Не-не, Катюня, я понял. Ага. Тебе, если не твое интересное положение, тебе надо сидеть вот там вот наверху Ага. и просто снимать. Хочешь, ты там посидишь, а я Нет, постою. это я же не оператор. Смотри, Изя. Поет уже у нас мальчик. Да, ребята, если будет, там Катюшка поймает кадр. Изя. Изя. Цыпа, 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 цыпа. Шикарный парень, так заливает, короче, люди вечером идут и не понимают, откуда вообще песня. Трель. Угу. Трель? Да. Сережка, ты что-то делаешь или только бегаешь? Я организовываю. Так, ребята, я уже курдюк. Чипсы из курдюка, эти уже отправляю Да, сюда. да, вот так аккуратно по кругу. А, ладно, извини, я Марат думал, так не- красиво не ляпает. полюбляй. Не надо ляпать, тут все надо делать гармонично. Напоминаю, если что, Альберт рецепт принес. Марат, команду, я люблю, когда ты это делаешь. Катюня? Ох ты, что, шикарная ромашка. Что, дым идет? Красиво? Очень красиво. Костик, тот, что чистит кондиционеры. У которого сегодня день О, рождения. а у него сегодня день рождения, слышишь, сидит там, но мы его отвлекать не будем. Ребята, я вот век на лодке не кататься, конечно. Вчера такой момент был. Звонит нам Серега из Николаева. Здесь есть, получается, в городе, как сказать, центр. Штаб, центр для беженцев. Очень много людей, получается. Они там в одном помещении. Подарили им 2 кондиционера. Звонят мне, говорит, Серега, а ты не мог бы у Костика узнать? А я даже не узнал, говорю, вот век на лодке не кататься, установит бесплатно, все будет нормально. Звоню Костику, он говорит, без проблем. Номер Костика, кондиционеры и много чего. Ребята, конечно, на самом деле очень молодцы. Так что спасибо, что вот такие вот есть. Потом подойдем его поздравим. Там у него еще там сюрприз один есть, имеется. Его невеста еще за это не знает. Так что таке, Маратик, что ты говоришь, шкварчит? Я духовочку уже немножко Да, на самый маленький. подзакрываю. Слушай, а ты уже раз за Костю начал говорить, а с Киева еще писали. О, елки-палки, слышишь, что я хотел сказать? Есть еще замечательный человек, я знаю, что нас смотрит очень много киевлян, ребята. Есть такой парень Юрий. Ну, сказать, что просто парень, вот именно человек с большой буквы, у него все сантехнические работы, сантехник от бога. Короче, и цены у него, а если еще скажете от Липована, будет вам вообще шикарная скидка. Может, кому надо там кран починить, кому там, я не знаю, там вообще там канализацию развести. Вот вам тоже номер телефона. От всей души кому-то пригодится. Почему я, ребята, рекомендую? Потому что сам бывал в таких ситуациях, когда просил помощи, и мне шли навстречу. И я от всей души точно так же. Юрий, все, что связано с водой, трубами, обращайтесь к нему, Унитазами, и все будет нормально. раковинами и да оставьте в ваннами. покое, я уже не говорю там за канализацию и вообще там за растительные системы. Короче, все нормально. Юрочка, чтобы ты нам был здоров, давай побольше тебе работы и замечательных, шикарных клиентов. Что? Ребята, мы уже тут потихонечку всыкаемся. Ты прям цветочек. Жирок томится. Ну, ты же попросила сделать красиво. Катюня, пока ребята здесь ничего не делают, Да, я покажу, как они идем ничего с не тобой. Вот сволочь, а. Да я любя, братцы. Короче, чебучки вам тут есть что делать, Катюшка? Да. Идем, я приглашаю тебя Куда? на прогулку, на свидание. Идем покажем территорию. Альбертик, я ухожу за дефицитом, но скоро буду. Пауза. Чего? Не? Фу. Свика, аллея шикарная. Там люди просили ресторан показать. А мы не просто ресторан, мы еще и покажем нашу аллею. Идем, пройдемся. Далеко ты меня повел? Когда-то, в далекие 2000-е, я вот здесь вот случайно проезжал на велосипеде. Вообще, как история, как случился у нас этот ресторан. Когда-то я приехал в Одессу. Угу. Тогда я еще работал на СТО, Зелененький такой, молоденький, да? Да. Потом после этого дела, получается, я как-то случайно попал, не то чтобы в ресторан, в кафе в Аркадии. Вот так вот в шлепках, в порванных джинсах, в майке вот в такой рыжей. Я гонял там официантом. Такое было, конечно. И я себе там с первых или вторых или третьих чаевых покупаю велосипед. Знакомлюсь со своим будущим кумом, Жекой, одесситом. У него тоже велосипед, и мы начинаем кататься по Одессе.
И я еще раз говорю, это где-то был год 2001, наверное, может быть 2002, где-то так. И мы случайно оттуда, выезжаючи с моря, там с 16-й станции, на велосипедах проезжаем и выезжаем, и я смотрю, какой-то забор такой интересный, колеса стоят, какой-то там гай-гуй. Поднимаемся на велосипедах вот так вот сюда на колеса, а там идет игра. Футбольное поле, мужики гоняют с удовольствием, болельщиков целая куча, короче. Я думаю, слышишь, интересное такое место. Проходит целая куча времени, не знаю, сколько там, лет 15. 18, да. И у нас случается это заведение, я захожу в объявление, там, что это там, доска объявлений. Ой. Начинаем искать себе заведение. И я смотрю, короче, фотография, знакомый забор. Говорю, Катюшка, подожди, где-то я эту конюшню, где-то я ее увидел. А на самом деле посмотришь вот так вот со стороны, подумаешь, что это за конюшня, елки-палки. А на самом деле там место с душой. И это заведение через сколько-то лет на самом деле меня нашло, и вот мы здесь обосновались. А, я с чего начал свою речь, короче? Вот тогда я ехал и за щекой гонял марабельку. Вот так вот проезжал здесь по этой аллее, только пфу, и выплюнул косточку. А в те времена, когда мы здесь, аккуратненько, мы точно так же на великах проезжали, только в те времена не было еще вот этой вот, не знаю, плитки, тротуара этого. Здесь была грунтовая такая дорожка, тропинками натоптанная. И вот тебе, собственно, персонный марабелька. Слышишь? Тут вот пару они штук есть. осталось? А? Есть. Тихо. А тебе много нужно? Да так, немножко. У нас же есть там ткемали. Угу. Хороший, вкусный. Слушай, как ты узнал, что здесь слива растет? Я тебе еще раз говорю. Я проезжал и где-то здесь выплюнул косточку. Да не, я просто знаю, что, как это. Я с марабелькой с детства знаком. Когда-то, во времена, когда я еще был маленький, мы ходили на Дунай с пацанами купаться, а назад шли, и Вон улица там называлась у нас Ням-Ням. Там была смородина, была марабелька, мы ее зеленую ели, потом было, конечно, немного слабенький стул, но было вкусно, и от голода она нас выручала. Где Сзади ты? тебя вот там очень много. Ай, бросай снимать, иди помогать. Все, Катюня, много не надо, там еще осталось созреть, будет вкусно. Намарабелил? Да. А компот тебе нравится с марабельки? С желтенькой. Альбертик, смотри, что у нас здесь происходит. Как тебе? Нормально? Бараньи чипсы. Смотри, как аккуратненько и нежно мы это все дело делаем. Ёшкин ты кот. Курдючок я так вот аккуратно перевернул, и мы его здесь оставляем, да? Да. Пусть живет, а заодно создает нам такую себе подложку. Ох ты, что с мясом разобрался, смотри, елки-палки. Я? Ну давай, учи меня. Так, вот так вот? Да, вот здесь лежат побольше кусочки слева, вот эти сначала. Братик, не стесняйся, твой Давай рецепт. тогда я. Не-не-не, я держу, а ты вот так вот аккуратненько рукой, хорошие кусочки и раскладываем. Все. Мы его жарить не будем, мы сейчас сразу его зальем водой, Ага. она будет тушиться. Так, и сверху уже, да, вот эти пистолетики. Вот такие большие на курдючок. О, и корешки поехали. Да. Класс. Давай, бамбуль. Насколько Как оно персон? пахнет. Здесь Да. богато получится. Ну, тут не человек, а хорошая, дружная, грузинская, и еврейская, армянская, заливаем липованская семья. И сразу водичкой заливай. Ой, что за аромат, что за аромат. Марат, почти как пловом нашим пахнет. Так, я здесь конфорочку прикрываю. Все, только достаточно, грамм 400 воды, наверное. Я думаю, пол-литра, Пол-литра. да, и у нас и казан-то не маленький. Пол-литрика плюхнул. На минимум. Я сделал минимум, там я конфорку перекрыл. Это надо накрывать блюдо или он должен выпариваться? Пока нет, пока пусть. Пусть выпаривается? Ай ты шикардос. Ух ты, как красиво, Сережка. Что? Прям как этот самый. Волшебство какое-то. Вот сейчас можно. Особенно в лучах. Смотри, какая погода в Одессе волосатая. Елки-палки, куда ни глянь, везде прилипло. Это, конечно, пипец в нос. Лифчики с начесом, как Зимний вариант, трусы с елки-палки. начесом. Тут все у нас
Вот сейчас можно показать, тут оно в пене получилось. Чакапули переводится с грузинского как мясо в пене. Потом еще будет пена в зелени тоже. Поэтому... А, вот тебе откуда название. Чакапули, мясо в пене. Все. Так. Песня. Ну и пена есть. Есть. И мясо. И чакапули получится, и мясо тоже есть. Ребята. Марату, по-моему, самая трудоемкая работа досталась, да, Марат? Нормально. Нормально. Говорят, хорошо мелкая моторика развивает там мозговую деятельность. А ты что, Марат, это комплимент, наверное, только такой анти с другой стороны. Не-не, она любя, все нормально. Моторику рук тоже, кстати. Полезно в моем возрасте. Играйся. Катюша, покажи ну вот на так вот это должно волшебство. тихонечко, да? Ну да. Теперь надо его... Помешать и уже добавлять. дело. Смотри, пока мы с тобой за марабелькой ходили, Альбертик красиво приговорил лук. Вот такой вот длинной полусоломкой, он же мундштук. Фу, луковая радость. Так, это сюда. Мое любимое дело — аккуратно помешать. Ты что, а мясо какое нежное. Сказочный шикардос. Когда оно с зеленью станет в вине. А можно готовить только из баранины? С телятиной тоже. Ага. А как вкуснее? Я вот, ну, дети мне не всегда баранину едят, я им готовлю с телятиной. Так, Даже- большую даже без кости на можно, это прям дно. вообще очень быстренько. А мы Альбертика еще раз пригласим. Давай мы сейчас начнем по классике жанра. Ага. Да, ну, С по старинному барашком грузинскому молодой. рецепту с ягненка именно, да. Ага. Мы сегодня во всех традициях. Что, вываливать лучок? Ого, Альберта, сколько зелени. Посолить сначала мясо. Ай, де соль, брат. С ванской? О, кстати. А, нет. Здесь только Он говорит, если мы, которые если мы делали. сванскую добавим, то что будет? Сразу блюдо автоматически становится грузинским. Поэтому соль обыкновенная? Оно и так грузинское, поэтому здесь не нужно. Я говорю, если в любое другое блюдо добавить сванскую соль, Ага, ну, нет. борщ, допустим, то Это становится же Ага. больше грузинский. Ага, все. так, просто посоли и поперчи. Хорошенечко посолили. И, ребята, не забудьте поперчить. Вот так вот. Ай, мама запотела. дорогая. Все, теперь засыпаем лучком. Порядочек? А я не могу Не может остановиться. Такая остановиться. перечница, Альбертик. Я тебе говорю, что хочется гонять и гонять. Пежик молодец. У нас же для острова еще у тебя тут перцев нахватало. Да, но мы Всяких резать разных. не будем вообще. Целиком кинем, да? Вообще классно его порезать, но если Все. будут только Лучок? острые. Да, посыпай лучочек. И теперь можно накрыть. Все, как ты любишь. Давай, слушаюсь и повинуюсь. Катюня, немножко в сторону. Лук немножко пропарился и дал влагу свою. Договорились. Супер крышка. Мы пока нарежем. Да, к нам пока крышка еще не приехала, и мы активно пользуемся Это петрушка или нашей турецкой. Желательно без таких палочек. Кто-то режет вообще мелко. Но я люблю вот так покрупнее, чтобы чувствовалось, чтобы она не в кашу превратилась, в зелень. Так вкуснее, да. Это петрушка и кинзу мы сейчас еще нарежем. По-моему, твою любимую, да, Катя? Да. Кинзы здесь будет много. Ну, тархуна, конечно. Марат, чтобы у тебя руки не болели столько. Я люблю. А ты? 1,5 тонны в объеме, конечно же. Интересная. Чакапулька, ай-яй-яй-яй, чакапулька, ай-яй-яй-яй. Слушай, на самом деле даже очень приятно. Обалдеть, слышишь? Эх ты, жидкость-то какая черноморская. Шикардос. Ах, Альберт, бомби как надо. От души, брат. Ребята, Хорошо тебе? Катюша, Освежающе? да, как дам раз, ну я любя, но не боюсь фильмоскоп замочить. Такие шикарные кадры снимаем. Все. Ты так хотел? Ну не совсем так. Эх ты, Это Марат. экспромт. Если Катюша? рецепт, это засыпал Да. все слоями. И Шо? Танцорка. Маленькая принцесса. не получится каша, а мясо может не довариться. Ай, пока у ребят секреты, я сейчас Марату уже буду готовить под замечательный вкусный шашлычок с молодой печени барашка. Вот этого же, который в Чакапуре. Так. Как там? Я Марату пел.
На улице Чакапулька. С Альбертом гуляли мы на этой улице сладкой, вкусной. Грузин повстречали они. Ты не загоришься? Они нам... Да ладно, что ты я петь хотел, ну вечно ты так вот Сережка, это вот я волнуюсь за тебя. возьмешь. Ну, Я шо у с тебя, любовью. тютю-ля-ля уже. Ну, сейчас жарко просто. И шо? Вдруг вот пух быстренько так раз и вспыхнет. Ой. Ой. Ребята, а что у вас тоже вот такие трепетные операторы? Нет, только у тебя такой трепетный. Только у меня, вот повезло, что так повезло. Только тебе повезло, Сережка. Короче, с Альбертом гуляли мы, грузин повстречали они, нам все рассказали. Короче, шикарный рецепт, и мы его для вас, ребята, исполняем. Проза пошла. Ребята, Маратик, у тебя все готово. Маратик, не всё, ты но шо, почти. шикардос. Ребята, у меня есть, короче, маленький сюрприз. Помните, с чего я начинал видео? Когда я сказал «Ша, Да. ланды полные кефали». Это, как это, маленький спойлер к событию, тому, что сейчас произойдет. Братцы, берите бокалы, у меня таки есть сюрприз. Альбертик твой, Маратик вот тут твой. Все, нормально? Ребята, идемте поздравим таки шикарного человека с днем рождения. Пошли. Ребята, извините, у нас минута внимания. Костик, поздравляем тебя с днем рождения. У всех налито, все нормально? Братик, спасибо тебе, что ты у нас случился. А как это не у всех? Налейте всем, елки-па. А? Да скажите, мы сейчас уйдем, не будем вам мешать. Что я хотел сказать? А я тебе лучше спою. Фух. Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет колечко и тихо Настеньке дает. Ребята, ВГД, что тут случилось? Костик, не стесняйся, встань, ты все-таки жениха лучше на колено, елки-палки. Ребята, вот такой вот шикарный тост. У нас случилась семья. Ой, ребята, чтобы вы были здоровы. Давайте, ребята, Красавцы. молодцы. Потрясающе. Костя, а ну, слышишь, ты это не то чтобы присунь, а померяй, подходит. А ну, Сережка, тебе тамадой скоро надо будет становиться. давай, послюняв, как ты любишь, все нормально. Ой, ребята. Ёшкин Будьте кот. счастливы. Будьте счастливы. Давайте и с днем рождения, и с новой семьей, с началом всего самого наилучшего. И с днем рождения. Все, ребята, от души. Пусть твой 31-й год откроет новые сомнения. О, еще один певец, конкуренты? Ах ты, не потерплю, брат. Давай, за твою музыкальную радость. Ребята, Я ж вспотела. Как будто это... а я сюда уже влажный пришел, да. Костик, Сразу влажным пришел. просто, ну, человек с одним большим, огромным, добрым сердцем. Спасибо тебе, что ты вот такой есть. Ребята, мира и добра, будьте нам счастливы. Мадам плачет, такие слезы счастья, елки-палки. Так, а у нас здесь слезы счастья. А у нас тут дальше продолжается. Ребята, что у нас тут происходит? Кто-то вообще мониторит? Марат, у тебя почти там уже готово. Что? Ты хочешь уже всыпать? Сейчас зеленушку будем это засыпать, да. Давай я аккуратненько открываю. Опача! Ой, какое легкое томление. Теперь посыпем. Ого, Да, и вот здесь должно быть больше мяса, зелени. да. Ну или хотя бы 1 к 1. Ну и не в килограммах, а по объему. Кинза и петрушечка. Ай, брат, молодец. Огонь. И блюдо прямо у нас праздничное, свадебное, слушай, получилось. Свечки вставим потом. Такие, Марат, а да. вы тут тоже играетесь, да? Колдую, да. Один кусочек печенки должен касаться хотя бы с одной стороны курдючка. Тут правило такое. Так меня учили узбеки. А вы сейчас пропустили крючок. Так я ж тебе говорю. А, С хотя одной бы с одной стороны стороны. должен касаться курдючка. Сейчас опять 2 штучки. Понятно теперь.
Маленький. Ой, Марат, деликатес. Ребята, напоминаю, он его ничем не мариновал. Пока будет сейчас быстренько жариться вот эта вкусняшка, мы сделаем в ступке легенький, благодаря нашему другу, который подарил нам сванскую соль. Короче, что я говорю, там будет очень вкусно, вот по-любому. Альбертик, а у тебя нема еще, если вдруг у нас закончится? А мы ж были... Есть свои связи. И не купили. Не подумали. Не подумали, что нам сванская Ну, соль ничего. пригодится, елки-палки. Потому что у нас была тогда Тамара швейцарская. Что? Здесь тоже продается, но не то Не то пальто? в Грузии. Ну да. Эх, ладно. Будет повод поехать. Будет повод опять съездить. Так что Иракли, Джон Вудерман. Ждите нас. Жди. А мы сегодня ехали вот это, по закупке, вот эта голова вот такая, потная, много всего. И вспоминали, как хорошо было в Грузии. В Тбилиси, Кахете. Ой. Мы так съездили, что есть что детям рассказать, понимаете? Спасибо вам огромное, что вы у нас есть. Ай, гамарджос, брат. Альберт читает. Слышь? Что делать? Читать? По-грузински читает. Так, Альбертик. Я вижу, ты уже нацелился. Что? Смотрел и вспомнил старый грузинский анекдот. А ну, дай. Гиви, скажи, что такое счастье? Счастье, Гоги, это отсутствие несчастья плюс бутылочка кахетинского. Вот ты красава. Так, стой. А ну давай рокировочку. Вообще на грузин не похоже, коротко очень. Необычно длинно. Как там? коротких. Высоко-высоко в горах жил Их много коротких. орель. Теперь это все мы заливаем винишком. Вот прямо всю бутылочку хочешь? Конечно. Давай, бомби, у нас есть. Ой, шикардос. Запах пойдет. Конечно. Закрываем? Или подождем? Немножко Сейчас вино должно выпариться, да, чуть-чуть. пары. Грузинских анекдотов много коротких. А я, видишь, первый раз. Как Короткий? видишь, первый раз. Урок русского языка учительница говорит, ребята, русский язык очень сложный и непонятный. Вот смотрите, Настя – это девушка, а не Настя – это плохая погода. Маратик, с Альбертом поведешься, коротких анекдотов наберешься, елки-палки, да? Так, водичка есть, бокалы пустые, все по процедуре, да? Да. Так, шлыки, шашлыки. Еще немножко, Маратик, нам же здесь вообще нужен такой себе еле-еле аккуратный. Не еле-еле, но чтобы пеплом покрылся. Да, Чтоб все не- будет нормально. От курдюка не горел. Ага. Хороший, седой мангал. Ой-ой-ой, Катюня. Да, Сережка, я тут просто зависла немножко. Смотри, опять пена, как Альберт говорил. Идем строго соблюдая традиции приготовления. И пена есть, и зелень вянет. Ой, Катюшка, это такое блюдо, на которое хочется стоять, просто молчать и залипать. Но у меня не получается молчать, но залипать я буду громко. Ну просто песня какая-то. Посмотри, как это все происходит. А в Грузии у них, смотри, даже блюда какие-то такие неспешные, да, вот так А вот. потому что люди никуда не торопятся. Хорошие длинные тосты, есть за что поговорить, за жизнь, за детей, за родителей, да и просто за... Всегда в это время еще вот так правильно Марат сделал, что еще какой-то шашлычок жарится. Под это дело, да? Пока здесь ждешь, там уже закусываешь, да? Это готовится Вина можно быстро. было выпить, конечно. И вина выпить, и поговорить, и вообще просто душевно, и так вот по-настоящему. Как и должно быть. Друзьяки, чего я вам желаю. Имейте таких шикарных друзей, проводите с ними время. А если не получается, то хотя бы позвоните, вот как сейчас оператору кто-то звонит. В конце концов, поставь телефон на виброзвонок, чтобы это Не было могу, здорово. Сережа, я не отвечу тогда кому-то, Ладно, понимаешь? беги, любовь моя, отвечай. Вот тоже мне не человек, а одно огромное большое сердце. Люблю тебя. Ребята, что у вас там происходит? Альберт, Засыпаем остальные ингредиенты. у нас уже мясо с зеленью немножко потушилось, да? Сейчас уже, получается, Самый все главный остальные... ингредиент – тархун. Ой, тархун, короче, все... Трахун? Сколько много в этом слове, елки-палки, да? И сразу же мы... Аромат, да? Не, Альбертик, я еще в своей жизни вот лимонад с бараниной ни разу не ел. Ткемали это, кстати, Костя передал. Это тоже костик от Химали, да? Настоящий мы его пробовали, просто необыкновенная вкусняшка. Самая фишка А ну-ка, Ткемали, давай я вот так. сделай Здесь красиво. все специи, которые нужны этому блюду. То есть отдельно мы никаких специй, кроме соли и перца, не добавляем. Какие специи, напомни людям? Тут хмели сунели, но он же там и уцхо сунели, и кориандр. Ложка, наверное, нужна. А вот у него есть там Не-не-не-не, деревянное, нам все будет не нормально. надо. А, ну, вот Высыпай, не жадничай, да. слушай, такое блюдо богатое готовим, поэтому Все. все, порядочек. Вот так.
Солнечные лучи. Так, что, это всыпали? Давай, Марабель. Ай, Марабелька, брат. Как называет Сережа, марабелька. Марабелька у нас, да. Алыча или ткемали, разные есть. Она еще, она здесь такая мелкая, здесь нет такой, как в Грузии, но... Братик, зато у нее она косточка сейчас своего, безобидная, да. знаешь? Я попробовал, она насколько нужно кисленькая и насколько нужно даже А сладенькая. потому что в Одессе растет. И даже не горькая, поэтому... Здесь еще и на Таиров. И если я аккуратненько не брешу, то она еще и мною посажена. Я думаю, что вот этого достаточно будет. Так, ну, и, конечно же... Чесноки. О, прям как в плов. Ну да. Потому что некоторые не любят, когда попадаются им вот чеснок, если знаете. Не, он отдает аромат по полной, тем более он молодой. Кто захочет, его так поест. Так, и Перчик совый мы его давай. не режем, Как у вас там в Армении и Грузии Целый. делают. мы его прям целым, чтобы он был Ай, не брат, сильно всунул острый, так да. всунул, слушай, молодец. Так, и чуть-чуть буквально добавим воды, потому что жидкость в этом блюде, она даже повкуснее мяса будет. Ну так, это не просто жидкость, это именно самый настоящий нектар. Буквально чуть-чуть. Посоли мы попробуем потом, перемешаем, и все, можно накрывать. Закрываем? Все, накрываем 40 минут, и мы 40. жарим, короче, и такие шикарно закусываем. Хорошо. Огонь какой должен быть? Еле-еле вот такой, как у нас? Да, мелкий. Вот пусть такой, пока так чуть-чуть, стоит, да? не больше, да. Все, поддувало у нас закрыто со всех сторон, поэтому он горит аккуратно и экономно. Марат, я, кажется, вижу, там посидела. Стопочка. Пусть пока еще буквально мы сейчас... А мы сейчас с тобой займемся маринадиком. Давай. Это сванская соль. Где она? Сейчас все будет, подожди 2 секунды. Ребята, это Изя поет. Лучше бы ты молчал, Сережка. А это, лучше бы ты не подходила, Катюша. Он тебя стесняется. Детские мотивы. Да. Так, Маратка, зиру вижу, кориандр вижу, сванская соль. Спасибо Альберту, брату меня. Так. А ты что, смотри, все по-грузински написано. Кто-то по-русски дописал сванская соль. Ёшкин кот, Марат, нам точно надо все остальное. Немножко. Да? Немножко. Ну давай, давай, давай. Уже почти все есть. Там не почти, там все есть. Там ускоснели, Зиры немножко. укроп, Так, чеснок. зиры вот буквально чуть-чуть. Да. А что вы делаете? Кориандр тоже. Это А мы сейчас делаем к нашему шашлыку приправу, который будем уже посыпать непосредственно конкретно перед тем, как его снимать с мангала. немножко. Так, можно я пока... Не прям в труху, Сереж. Чтобы Я осталось. помню, чуть-чуть. О, поет, слышишь? Пел. Молчит. Да слышу, елки-палки. Так, Маратик, ты говорил паприка? Да, хорошо паприки. Сейчас будет нормально. Вот Если 2 мои щепотки, это что, хорошая чайная ложка с горкой, поэтому... Если есть остренький, А ну, тоже тихо. Вот когда Изя поет, надо помолчать. сванскую. Ты взял? Нет, еще? Марат, подожди, что ж ты вот это вот меня торопишь, елки-палки. Все, паприку поженили, сванскую соль. Ай, добавили, хватит. А мы с огурцами, помнишь, На как потом мы ели ее? А мы с огурцами и с помидорами. О, какие у Ираклия были огурцы. Белые, как- Они стеклянные называются. Огурец в виде молодого кабачка. Ну это огурец нереально вкусный просто. Битый или просто? Нет, ну свежий, настоящий, сорт такой. Как он сказал, стеклянные. Ираклий, подскажите в комментариях, как там эти огурцы назывались. Да, Наверное, вином поливались. я не знаю, Ну, они чем они... выглядели как кабачки, тонкие, длинные и похожие с виду на кабачки. Светлые Светлые. такие. Светлые, да. Но очень вкусные, а помидоры какие микада, как говорит Ираклий, ну не может быть вкусная помидора похожа друг на друга, понимаешь? Вот чем она страшнее, тем она вкуснее, так оно и есть. У нас в Одессе тот же принцип. Я так всегда говорил. Так, Маратик, а что-то остренькое добавим? Да. Дайте чуть папрички. Сейчас, 2 секунды. И перчика черненького немножко Вот брызнуть. буквально чуть-чуть, потому что это каенская, ну ее в баню. Она такая, ух ты, ногти поджирают. Катюшка, дай-ка я немного всыплю перца. Так, песня. Ох, Маратик, ювелир.
Ребята, это блюдо готовится быстрее, чем вы наливаете вино в бокалы. Ну все, Катюшка, наблюдай волшебство. А, я только хотел сказать, уже понеслась. Смотри, ах ты шо, курдюк уже начинает пись-пись делать потихонечку. Да. Сейчас 2 раза кувыркнем, 1 раз специю добавим и... Можно кушать? С каждой Да. сторонки, да. Ты что, это так вкусно, обалдеть. Маратик готовил, я уже не помню, мы снимали за это видео блюдо? Не, или мы тогда не снимали. Не снимали, не Мы успели? снимали это. Мы были такие голодные, что не до этого нам было. Ай, сказочка. У тебя звонит кто-то? Нет. Кого гудешь? А, Ну да, у Вадик, тебя там разговаривает кто-то. я что, тебя набрал? Ты или отходи, или этот. О, Вадик, привет! А, я случайно. Катюня, Здрасте. сними Израиль на проводе. Израиль на ёлки-палки. проводе. А, слышишь? А ты когда посмотришь видео, кайфанешь, что ты сам себе машешь, елки-палки. Шалом, дорогой любимый. Человек. О, что там? Ничего не говори. Так, ты трезвый за рулем вообще? Ну, он же привязанный, конечно, трезвый. Пусть посылку нам пришлет. Попросите его посылку. Вадик, в Одессе чай закончился, Пришлите что мы чая будем нам. делать? Едь на Шри-Ланку давай. Ага, новая почта, я могу прислать, да. Все, договорились, адрес ты знаешь. Да, килограмм 200, если можно. Там просто пиши, если там Одесса, Липован, все. Катюня, смотри сюда. Йо-хо-хо. Смотри сюда, Катюшечка. Иди покажи. Какая красота. Ребята, я перед вами извиняюсь, вот те, кто нас смотрит. Думаю, что куда они попали? Просто, да я не знаю, ну что, намажьте себе там хлеб бутербродом и сидите, смотрите красиво. Ну не надо на голодный желудок это все дело делать. Ну это сказка. Смотри, как начинает разговаривать курдюк. Да ты шо? А мы сейчас еще буквально 1,5 раза крутанем, специи добавим, и я сверху вот сюда лепешку добавлю. Да? Ты что, ну она будет хрустящая, мало того, что она грузинская. Вообще. Смотри. Альбертик. Ай, брат, как дела? Что ты делаешь? Немножко добавляешь, да? Да. Молодец, колдуй, родной, что все было нормально. А нам нужно. А нам нужно... Ты набрал столько лепешек, раз сколько? Штук 6, елки-палки. Каждому по 2. 4. А, Там 4. четыре. Хорошо, каждому по 1. Я еще тот математик. Накрывать? Да. Все. А, горячая. Но не в моих руках. Там от моих рук сейчас эта штука ошпарила, железяка. Что ты говоришь? Да не стесняйся, дрова есть. Жека, спасибо тебе, подкинул, да? Все. Недалеко. Я тебя научу вот так вот с краешку сюда, чтобы со всех сторон казан варил. Надо вот так вот, понял, по кругу вот так вот делай. Все. Можем еще одну добавить и вообще уже забыть про дрова. Штука очень экономная. Вот так вот закрыл ее, и она себя потихонечку будет курить. О, опять чуть-чуть не профукал. Я извиняюсь. Сказочка. Да тебе не за что извиняться. Ой, как красиво. Вадик звонит, он просто красавец. Вот. Хочется спеть. Серега шпарит на бангале. Шумел, гремел посудою мангал, дыму табачном, как в тумане, там исполнял бараний. Что дальше? Карнавал. Вот так вот. Маратик, что, ты готов уже пошмякать? На ты, давай. Ай, давай ты я. Я боюсь поворачиваться. И не поворачивайся, Изя исполняет чисто одесские мотивы. 7:40. Ой, ладно, петь не буду. Этот шикарный прелесть я уже снимаю и несу замечательную лепешку. Катюня. Ёлки-палки. Альберт, раздвигай, я уже вхожу. Так, смотри. Зажал и аккуратно высунул. Ай-яй-яй. Слышь, мы с тобой команда. Давай еще один. Не обожги меня. Я тебя не обожу, Альберт. Все. Маратик, где ты говорил тарелка? О, Давай ее сюда. Остальную тарелочку, да, это здесь. тогда надо было, конечно, лучку еще там всякой Да зеленушки. спокойно, весь лучок у нас там. Альберти, поднимай всю лепешку, У нас вот и так вот. Вкусно. Засовывай аккуратненько в тарелочку. Это вот мы кладем сюда. И, друзьяки, мои хорошие, прошу вас к Нам столу. приятного аппетита. Да. В дыму табачном, как в тумане. Сереж, там к тебе пришли. Детский шашлык.
Заходите и снова здравствуйте. Чтобы вы нам были здоровы, вы опять что-то принесли. А мы... Вот только не откажите. Мы вас угостим, по-любому надо. Вот тогда даже не буду заглядывать в ваш кулек. Все, договорились. Загляните еще. Ага. А ну что, рассказывайте. Рассказывайте. Вот сюда можем. Где вы сохнете белье. Где мы сохнем белье? А вам надо просушить? Давайте, у нас есть свободные веревки. Ох ты что, чеснок и чеснок мы тоже просушим. Все нормально, оставляйте. Елки-палки, что-то звенит. Слушайте, чистая мистерия. На балконе была скатерть. Ух ты. Ух ты шо. У меня бабушка раньше вот такими вот подушки устилала. Это занавесочка. А, это занавесочка? А я подумал, накидка на наволочку. Не-не-не, наволочка это еще будет. Порядочек. Так, это, Ой, это комплект к нашему Йосе? конечно. Все, так я сейчас покажу, подожди. Катюня, смотри. Как это? Там есть Ёшкин кот, а это Йоскин дом. Ёшкин дом будет. Я слышала, что вы там назвали Ёшкой. Йося, Вы да. слышите, как он поет? Изя наш поет, канареечка. Еще одна? Это две. А, даже две, вот это да. Я в прошлый раз хотела выставить за балкон раз проветрить, Проветрить? а балкон не мытый, да. Мы вам с удовольствием проветрим. Так, Давай не мытый и заляпалась. Так я одну постирала и проветрила. так, это вот сюдой. И это вот тоже вот сюдой. Прямо на тельняшку. Ой, спасибо вам, у нас прямо, я даже не знаю, какой-то Коллекция. фэшн какой-то, блин, даже не знаю. Площадка. Я думала, детский дворик, Ну а ты тут на куда-то тебе. потом, ну не вместе все. Да я расстелю, у нас веревок хватает. Нет, такое не Это не продается. продается. Нет. Это надо только мерить и носить. Спасибо огромное. Так, мы этому найдем замечательное место. А вот этим вот на наволочку укрывается. Спасибо огромное. Вы нас так здорово закидали. И это тоже оно. Скатерть такая где-то пропала. Спрашиваю мужа, говорю, говорит, я твою не трогаю. А он у вас рыбак, нет? Нет, он музыкант, А, музыкант. Значит, на скрипку поменял. 100%. он трубач. Труба. Не знаю, на что-то, на какую-то трубу. Так, ну, спасибо вам большое. Вот еще раз низкий поклон. Все мамочки, вот чтобы вы нам были здоровы. На самом деле, ну просто ну, люди от Бога, елки-палки. Спасибо огромное. И Мурочка пришла. Пожалуйста, вот не откажите нам попробовать. А, Сереж, горячая. Шо? кушать хотят. Да пусть кушают, братцы, поднимайте бокалы, я иду уже с хрустящей лепешкой прямо из огня. Так, опача. Все, почти шикардос. Что, ты кайфуешь? Да. Дай людям послушать. Ребята, мы если только на него телефон направляем, он сразу перестает стесняться, понимаешь, и начинает не петь. Начинает Ёлки-палки. стесняться. Ну, я это имел в виду. Горячие, братцы! Тарелок нету. Тарелок. Есть тарелки? О, давай. Горячая вкусняшка. Так, как ты говорил, то тепленькое пусть там лежит, да? А я себе сейчас как всуну, вот сколько в руку влезет. Вот так вот. Маратик. Оно такое горячее, что попадется с чем хочешь. Альбертик, снимай. Братцы, поднимайте бокал. У Альберта есть хороший тост за это дело. Ай, высоко-высоко в горах. За интернациональность И только так. Ребята, Дружбу. за дружбу. и за международный уровень у Липована. Спасибо, мой хороший. Спасибо, что ты не был здоров. Катюня, за тебя пьем. Поставьте девочке другой стул. Сейчас мы вам другой поставим. Ну что? Это словами не передать. Вкусно? Что говорить? Катюня необыкновенно. Что, тушину его в баню, дай покушать. Вы тут еще решили Катюня, я тебе пожарить? подскажу. Это мы с дачи дожариваем. Ага. Давай, под шикарное пение канарейки. Друзьяки, я вас приглашаю на финишную прямую. Блюдо наше готово, солнце еще не село, лепешка у нас уже печется. Можно подумать, Альбертик? что мы сами хлеб испекли, да. Слушай, ну я хочу. Это же не просто крышка, это сковородка. Под гёзлеме, елки-палки.
А, ты что, теплая радость. Давай, я сейчас это быстренько на мангал отправлю, пусть оно приобретает корочку. Катюшечка. Смотри, любовь моя, что я придумал. Вот так вот раз. Все. Пусть хлебушек. Альбертик, как ты, вы оценили мой талант было бы что-то не так, я грузинского сказал. кулинарного Я наблюдал, искусства, очень да? внимательно. Эх ты, а у тебя нет рога вот этого, чтобы красиво пить вино и сразу этого нет. отъезжать? Эх ты, ну ничего, мы в Грузию съездим, тебе подарим. А мы были в Грузии на барахолке, там где мост сухой, и там такие роги были, такие, просто класс. А ну, дорогой друг, рассказывай, показывай, что у нас получилось. Блюдо готово. Вот именно как должно быть. Так, да. Будем накладывать. Да ты что? Да, вот тебе моя поварешка. Давай. Ага. Тебе я тарелки подаю, шумовочку давай в сторону и аккуратненько отгружай. Сейчас сначала достанем перцы. Давай куда это, чтобы они... Давай не сюда в повредились, отдельную это тарелку. всё блюдо станет Это мы просто- Костика сейчас угостим. Он у нас как раз жених, сегодня ему перец пригодится, причем в ассортименте. Давай. Настюхе передадим. Так, чесночок тоже сейчас достанем. Молоденький. Ай, картина маслом. Все? Да. Весь комплект достал, да? А, это вот с такой Ты жижей, да? шо, Да, да, Катюня, такую жижу тут будем мотать жижа хлеб. самая вкусная. Конечно. Вот так. Это блюдо не первое, то есть это не суп. Это второе, но жидкость здесь... Я бы его и вторым не назвал. Это просто блюдо для друзей. Для большой, Сережка. огромной, грузинской, международной. Ох ты шо, давай, конечно же, выгуливай это по полной программе. Ух, а мясо красивое. Давай, зелень, тархун, все добавляй. Так, есть второе блюдо. Замечательное мясо, великолепное исполнение. Спасибо тебе за рецепт. Спасибо, боженьки, что у нас это случилось, получилось. Ай, какая марабелька, Катюня, елки-палки. Рецепт, можно сказать, классический, но он у каждого свой классический. Смотри. Мне Ты ж- нравится... не могу, горячая. Я хотел сказать, как изюм в марата плове, когда он надувается. Что еще? Говорю, каждый готовит, как ему нравится. Это для- А тебя кто готовил учить? Бабушка, дедушка, брат, готовил учить? сестра? Кто готовил Я учить? готовил... Ай, брат, смотри, я чуть-чуть не забыл. Фури Каталины Маршал, а ну-ка. Ага. А тебе идет... А, Катюня, смотри сюда. А ну дай сфотографироваться с настоящим. акцент появляется, Ай, понимаешь, грузин, если кепку брат. надел, я не могу уже по-другому Ай, говорить. говори, как умеешь, братуха. Главное, чтобы от души Так было, ты да. же не рассказал, кто научил. Кто научил тебя? Не, у нас и дома это готовят, но я и сам часто его готовил, поэтому... А, короче, на опыте просто. Ага. Опыт подсказывает, как А братик твой известный шеф-повар во всей Одессе исполняет такие блюда, да? даже лучше. Ай, та лучше не может быть, потому что он без липована готовит. Не, я был шучу. у тебя, Братик, да. Что вот такой парнишка. Хороший. Он тебя чуть-чуть моложе. Наоборот, так выглядит. Это да? Да, чуть-чуть старше, на годик. Тю. А вы забыли на годик. Ай, на годик совсем. Скажи, это едят руками, вилкой, лепешкой? Вилкой, и вот сок надо весь вымокать хлебом. Хорошо. А ну-ка, стой. Короче. Уже готово почти. Все, эту снимаем. Она уже с хрустящей корочкой. Катюша, смотри. Ай. Лепешка с мангала. Альберт по-братски. Мы сейчас будем Марата угощать. Короче, я тебе сюда всовываю. Ух, прям вот так. Себе именно куда я Ты хочу. попробуй. Люди всегда хотят увидеть, как ты пробуешь. Как я пробую? Да. Там, мне кажется, в каждом видео люди знают, как мы пробуем. Сейчас, он там уже целуется. Ну, Костик, ты уже этого не видишь, но мы тебя сейчас идем угощать. Короче, пока этого никто не видел, давай, сейчас сунем. Альберт, не могу, горячая. Марат тоже, походу, идет всовывать. Вилочка еще. А, мы сейчас ложим. Вилочка. Маратик, а ты знаешь, где вилочки? Дай пару штучек, пожалуйста. И себе заодно возьми. Не, ну Тархун просто здесь делает праздник. Из Ты перца из, шо? Кемали. Ну что-то необычное. Альберт, ты первый держите раз меня это пятеро. пробуешь? Первый раз. Я не знаю, что получилось с мясом, но это ароматнейшая кислятина. Просто Кислятина. конфета. Марат,
Я уже дул. Катюня, это твой вариант. Да. Да, блюдо очень диетическое. Давайте тогда... Тархунчик пахнет, ой, чувствуется безумно. Альбертик, держи. Мясо Безумно можно вкусно. его прям вот оно А ну, разваливается, Катюша. смотри, на волокна. Давай, чтобы не толапали все тарелки. волокна Держи, просто. братик, вот так вот. Давай еще раз держи. Мы покажем людям, что получилось. Вот, по-братски. Берите 4 кусочка, Катюшечка. Я потом, Сереженька, я сниму. Хорошо, любовь моя. Если что, Сяду знаешь, за что этот стол, как кусочек человек, да, и для буду тебя. Да вы все молчите. Потеряли добычу. Арго, да-да-да-да-да, да, песня Только петь можно, звонкая. говорить не о чем. Ребята, огромное спасибо, дорогой ты наш друг, Маратик, за шикарную компанию. А я причем? За шикарную компанию, брат, говорю. Спасибо от всей души, что вы были с нами. Получили такие кулинарный какой-то там оргазм, я так думаю, что ну по-любому получили, потому что я сам неоднократно бегал, сполоснулся. Короче, ребята, от всей души для вас готовили с замечательными друзьями вот такое великолепное вкусное блюдо, которое мой рот пробовал первый раз. Дай бог, чтобы не последний. Короче, одесский Липован для вас гнал от всей души шикарный рецепт в сопровождении замечательных друзей. Вот тебе на. Сказал так сказал. Всем пока-пока. Чао.